Можно ли сразу заливать AI-контент на свой сайт? То есть оно удобоваримое, оно нормальное, но надо читать. Ну, здесь косячок. Ну, на халяву получили классный обзор. Это не говно-AI-контент, который вот одной кнопкой на 3.5 модели нажали и выкатили. В любой тематике вы должны придумать свои промпты и фишки, как обогащать ваш контент. Он дает все, что люди хотят знать. Вопрос, полезен ли это контент? Наверное, полезно. Нейронка прям, она воспринимает, для нее это не просто пустой звук, который она отбрасывает, она учитывает все. Друзья, привет, новый выпуск на канале, и сегодня мы опять поговорим про нейросети, а именно про GPT-чат. В прошлом видео мы с вами разобрали, какие задачи GPT-чат может решать с точки зрения SEO, а сегодня мы поговорим именно о задаче написания контента, потому что в этой задаче есть много нюансов. Давайте разбираться. Версия 3.5 уже довольно неплохо писала контент, делала структуру статьи, делала все заголовки, но GPT-чат 4 вывел создание контента на новый уровень. Он стал умней, более творческий, умеет доставать больше данных и тому подобное. То есть я рекомендую использовать 4-ю версию. Но есть здесь и, конечно, минусы. Не бывает только плюсов. Первый, он работает сильно медленнее, поэтому вам придется немножко посидеть, подождать в интерфейсе, пока он вам напечатает. И надо будет нажимать «Продолжи, пожалуйста», с того места, где ты остановился. Несмотря на то, что он уже может давать статьи по 2000 слов спокойно. И, конечно, он платный, но это не беда, потому что в описании к видео вы найдете ссылочку, где можно купить себе карточку Binance и спокойненько с нее платить за любые сервисы, Midjourney, GPT-чат и любые другие покупки в интернете. Обязательно переходите, покупайте себе карты. Я, например, такую имею. Есть следующая проблема, что есть ограничение 25 запросов на 3 часа. Оно сейчас иногда не меняется, но в целом вот так. Как это можно решать? Можно купить себе 2 аккаунта, например, в 2 браузерах открывать и писать 2 текста параллельно. Стоят они $20, поэтому небольшая потеря. API 4 версии пока недоступен в паблике, но кому-то уже выдали. Насколько я знаю, нужно написать какое-то грандиозное описание проекта. Я хочу там сделать корабли, которые бороздят просторы лингвистических океанов и прочее, и тогда тебе могут выдать. Поэтому, если вы подаетесь на API 4 версии, вы думаете что-нибудь красивое, а еще лучше, что это поможет природе и каким-то другим условным социальным проблемам там. Ну, вы сами поняли, под какую гребенку это можно завести, возможно, вам его дадут. Я знаю 2 знакомых, кому дали, у меня пока нету. А если у вас есть, напишите мне в личку в телегу, попробуем запилить классное приложение. Дайте мне ключик поиграться. 4 классная, но работает не так быстро, как 3.5 за секунды все рисует, все текстики нам. И она платная, и есть ограничения. Погнали разбираться, как генерить качественный контент. Давайте сразу обсудим такой важный нюанс, по которому идут холивары в сообществе. Можно ли сразу заливать AI-контент на свой сайт? Ответ простой. Если вы просто генерите все по одной кнопке и даже не читаете, и у вас Дорвей сделан на каком-нибудь дроп-домене, который не жалко, чтобы он умер, конечно, заливайте. Но я бы все же тексты просматривал и добавлял пару промптов, которые этот текст разнообразят. Я их покажу. Для каждой ниши они будут несколько уникальные, но в целом похожие. Резюмируя, контент можно заливать, он ранжируется, дает трафик. Мы делали большие тесты, порядка, я думаю, 700 текстов уже залито на различные проекты, они все ранжируются, все нормально продвигаются, никого не забанили. Поэтому есть смысл смотреть это видео дальше. И пока мы не перешли к демонстрации экрана, посмотри, вот здесь ниже есть кнопка «Подписаться», подпишись на нее, и тогда ты не пропустишь новые видео по нейросетям и крутые интервью со всякими крутыми чуваками, которые делают диджитал-бизнес. Поехали! Что же у нас влияет на качество контента? Первое, это укажете ли вы роль, которую будет принимать чат GPT. Второе, скажете ли вы нейронке, что статью нужно оптимизировать. Третье, скажете ли вы, какие стилистические обороты и какой tone of voice вообще стоит использовать нейронки. И четвертое, дадите ли вы какую-то структуру статьи, какой-то аутлайн, по которым она будет писать. Поэтому есть 2 принципиально большие разницы. Скажете вы нейронке, напиши мне статью про рыбалку, она что-то напишет, оно даже будет какая-то статья про рыбалку. Общеупотребительная, нифига не оптимизированная и даже, возможно, читаемая. А вот если вы попросите написать чат GPT статью «Лучшие катушки для спиннинга, для ловли на мелководье», а еще дадите структуру заголовков, то нейронка напишет вам довольно удобоваримую, нормальную статью. Давайте перейдем к языку. Важно понимать, что чат GPT в основном обучался на английском корпусе текстов, и намного круче он работает на английском. Я, конечно, постараюсь в видео показывать примеры и на русском, и на английском, но по большей степени буду делать это на английском. Почему? Потому что там действительно можно оценить качество контента. Кстати, все эти тексты я залью в телеграм-канал, чтобы вы могли спокойненько их посидеть, почитать, ознакомиться, какого они качества. И если нужен отдельный мануал, как писать русские тексты, напиши это в комментариях, и я сниму отдельное видео, как заставить нейронку писать сразу на русском с нормальным качеством и с нормальной оптимизацией, чтобы она не спамила
по 90 вхождений в одном тексте. Поэтому пиши, если это интересно. Да, если вы не знаете английский язык, вам нужно писать промпты, какие-то сложные, каскадные промпты, не беда, вы можете использовать тоже нейросетевой переводчик DeepL, ссылочку я оставлю в описании к видосу. Но, как я говорил, английский язык будет все более и более нужным, потому что самые крутые продукты в первую очередь выходят на английском. Здесь, конечно, должна быть интеграция с Skyeng, но они меня за это не платят, поэтому ее не будет. Поехали дальше. Первым делом подбираем ключи, но видео у нас сегодня не про анализ семантики, поэтому вкратце пройдемся по сервисам. Если в России, то это Яндекс.Вордстат, либо Rush Analytics, ссылочку я тоже оставлю в описании к видосу, который собирает Вордстат автоматизированно и быстро, а также парсит поисковые подсказки. И там есть бесплатный триал. Либо можете использовать любой другой сервис, который вам нравится под Россией. Под США и другие языки, и другие страны мира я, естественно, рекомендую Ahrefs, либо Ahrefs, как правильно. Либо, если у вас нету подписки Ahrefs, она довольно-таки дорогая, вот, и просто, чтобы потестить, покупать ее не нужно. Можете использовать Google Keyword Planner, и он дает довольно неплохие результаты. Давайте уже непосредственно перейдем к генерации контента. Самый простой и понятный вариант — это использование плагина AI-PRM, о котором я рассказывал в прошлом видео. Вот здесь сейчас выскочит подсказочка, вы сможете перейти и посмотреть, как я его юзал. Обычно все заходят в ChatGPT, и с помощью AI-PRM он превращается в целый комбайн с набором шаблонов, промптов, которые вы можете использовать из коробки, и другими полезными маленькими фичами. И обычно народ идет в топ SEO-промптов и выбирает какие-то из самых залайканных промптов для генерации SEO-текстов. Давайте мы проверим самые популярные SEO-промпты и посмотрим, что из них получится. Для примера возьмем ключ Electric Fishing Reels, либо электронные катушки для спиннинга. Такой вроде не супер простой ключ. Перейдем в ChatGPT, чат OpenAI.com. Здесь мы выбираем топик SEO. И вот видим самый залайканный 1 600 000 комментариев, 2 миллиона просмотров, 7,3 лайков. Вот такой вот промпт. И он говорит, введи ключевое слово. Первое, что нам нужно сделать, это, естественно, выбрать модель 4. Она будет довольно долго нам писать, но мы никуда не спешим. И попробуем, чтобы он написал нам текст на английском. Данный промпт сгенерит нам outline. Мне этот промпт нравится. Правда, я его доработал прилично. Добавил какие-то свои фишки в этот промпт. Кстати, если хотите знать, как отсюда вытаскивать промпты, тоже напишите в комментах. Я прям в комментах напишу, расскажу. Вытащил этот промпт, модифицировал его и генерирую статьи. Мне он нравится, в принципе, больше всего. Он такой самый здравый, кто-то постарался над его созданием. Первично, что он генерит? Он генерит нам outline статьи, то есть план статьи, где-то H1, H2, H3, есть вся вот эта вложенность внутри промпта, потому что это зашито. И мы видим, что сначала он генерит нам полностью outline, кстати, который можно скормить другому промпту, который, например, вы написали для использования какого-нибудь определенного стиля повествования. Ну, что мы видим? Он говорит, вот, какие преимущества есть у электронных катушек для спиннинга, популярные бренды, которые их производят, какие факторы стоит оценивать, когда ты покупаешь эти катушки, основные типы электрических катушек, всякие фишки по использованию, уход за электрическими катушками, вывод и FAQ. Ну и вот он начинает нам писать. Introduction to Electric Fishing Reels. Окей. Что он нам тут дает? Эффективность и легкость в использовании, контроль глубины погружения приманки, улучшенный процент конверсии в поимку рыбы, если дословно, и показывает нам, какие есть супербренды, которые производят вот такие вот шайтан-машины. Пишет нам, какие факторы, и мы вот здесь можем выбрать, чем AI-PRM мне нравится. По кнопочке не надо постоянно печатать, Ctrl-C, Ctrl-V делать. Вот такую штуку он делает. Сколько лески влезает в эти катушки, передаточное число. Просто я на самом деле рыбачил, наверное, последний раз лет 8 либо 10 назад, а то, может, и больше. Просто мне понравилась тема, что в ней много и технических подробностей, и товарки, и информационки. То есть как он будет писать контент на различные темы, то есть различные типы контента. Обзоры катушек, сравнения, лучшие катушки, где ловить рыбу, чтобы поймать рыбу, вот такие штуки. Поэтому начал на такой нише тестить, она довольно широкая. Сейчас мы подождем, пока он допишет, и все это покажем. Окей, итак, мы дождались, пока ChatGPT написал нам статью. Статья получилась довольно большая. Я уже пробегался по структуре, он нам написал здесь фишки по использованию, как ухаживать, вывод и FAQ там. Причем FAQ довольно прикольный. Он прям, интересный. Могу ли я использовать электронные катушки для спиннинга для всех типов рыбы, либо нет?
Наверное, какая-то рыба может просто ее сломать, там, двигатель. Ну, интересно. Сложно ли они в использовании? Ну, написано, что нет. Требуют ли они постоянного ухода? Да, требуют. Могу ли я сделать обычную катушку для спиннинга электрической? Тоже прикольный вопрос. Могу ли я апгрейдить? В целом, статья нормальная. Давайте посчитаем, сколько она получилась у нас по количеству символов. Зайдем сюда, напишем doc.new. Кстати, крутая фишка. Пишешь doc.new, и он тебе новый Google Doc создает. Либо sheet.new, и тогда создает новую Google таблицу. Очень удобно. В месяц, наверное, час-два времени экономит, что прикольно. Ну ладно, я забью на эти картинки, можно их там, в принципе, не удалять. Инструменты, статистика. И на 1000 слов он написал нам статью, что, в принципе, неплохо. Давайте попробуем написать статью на русском из коробки. Выбираем output русский, пишем электрические катушки для спиннинга. Output, вывод на русском, ключ мы написали, давайте попробуем. Но модель надо опять не забывать поставить 4. Вот не всегда эти промпты хотят работать на русском, но иногда работают. Иногда вам может просто ChatGPT сказать, что, знаешь, не говорю по-русски. Вот сейчас недавно мне говорил, я не знаю русский язык, подстанет мне. Хотя я 4-ю модель выбирал. Поэтому все же лучше писать на английском и переводить на русском. Ну, давайте посмотрим, что он сейчас нам сделает. Я поставлю на паузу, и как только он допишет, мы продолжим. Итак, друзья, GPT-чат 4 дописал нам статью на русском. Вот такая получилась статья. Мы видим, сделал тоже структуру, введение в электрической катушки, основные преимущества, разновидности, как выбрать, лучший производитель и так далее. Давайте посмотрим на текст. Современные рыболовы все больше отдают предпочтение электрическим катушкам для спиннинга. Они предлагают множество преимуществ, таких как энергоэффективность, удобство использования и улучшенную функциональность. В этой статье мы рассмотрим особенности преимуществ электрических катушек, разновидности, советы по выбору, а также лучшие производители на рынке. Ну, есть косячок, а также сам обзор лучших производителей на рынке. Я прочитал, оно, в принципе, нормальное. Какие есть разновидности: переднемоторные, заднемоторные, безинерционные. Но вот ресерчить это самому, ну, это боль, это час где-то сидеть. Дальше, как выбрать, тоже целая история. Материал тоже не бывает композитный, алюминий и прочее. То есть оно удобоваримое, оно нормальное, но надо читать. Давайте прочитаем вот этот абзац. Большинство электрических катушек имеют темный аккумулятор, который можно заряжать от сети или при помощи портативного зарядного устройства. Важно следить за зарядом аккумулятора и заряжать его своевременно, чтобы избежать перерывов в рыбалке. Вот здесь косячок. Я бы сказал, что важно заряжать аккумулятор, когда у вас большие перерывы в рыбалке, чтобы он не потерял емкость, и вы не приехали на водоем и не смогли крутить катушку. То есть такие логические косячки есть, поэтому стоит проверять, что он пишет, и поправлять хотя бы вот такие вот логические косячки. И тогда вас не забанят ни за iContent, и пользователи не поймут, что это генеренка. А вот это самый, наверное, популярный сейчас промпт для написания контента, и он прям хороший. Идем дальше, проверим топ-2 промпта популярности у SEOшников во всем мире. Fully SEO Optimized Article, including FAQs. Ну, типа полная статья с FAQ совсем. Опять же, тыкаем сюда. Он говорит keyword, title, мы дадим тот же keyword, выберем 4, не забирайте выбирать 4, чтобы не промахиваться, и говорим: окей, пиши нам текст. Этот промпт работает по-другому немножко. Во-первых, он генерит сразу description, title, он не генерит outline в начале статьи, и вообще у него стилистически другие обороты, и у него немножко другая структура статьи получается. Давайте сейчас сам допишет, я поставлю на паузу и вернемся, когда он напишет. Итак, GPT закончил писать, давайте посмотрим по вот этому промпту, который был второй, не самый популярный, топ-2. Вообще могу сказать, что да, он делает title, description, вроде как ок, полезненько. У него большой introduction, и он потом тоже берет блоки H2, H3 и делает очень много списков внутри, ну, на мой вкус. Ну, то есть берет такой большой, делает H2 и в нем запихивает H3, и там много всяких буллетов. То есть либо с точками списков, либо нумерованных, а не маркированных. Вот. То есть он дает такие короткие, понятные статьи. Вот. Но мне меньше нравится, что он здесь разбивает на не такое большое количество абзацев, что ли, и не такую дает прям четкую структуру побитую по абзацам. Сколько он у нас дал символов? 845 слов. То есть, да, статья где-то на 20% короче получилась, на 20%, чем предыдущий. Мне этот промпт меньше нравится. Но иногда можно его использовать для какой-то информационки, такое прям совсем описательный. Там, как выбрать покрытие для пола там в такой-то дом. Оно будет неплохо работать, но все-таки мне больше нравится первый. На русском я пробовал этот промпт, но даже не будем тратить время, он очень плохо пишет на русском. Давайте двигаться дальше. Как мы будем улучшать наш контент?
Давайте улучшим наш контент. Вот мы написали первым красивым промптом первую английскую статью, и давайте попробуем ее улучшить. И скажем ему, добавь параграф, где опиши, какие лески лучше использовать с электронными катушками для спиннинга. И он пишет подходящие лески рыболовные для электрических катушек. То есть концепт в том, давайте переходить к тому, как уже делать продакшн-контент. Вы должны понимать, что в этой нише должно быть описано. В прошлом видео, опять же, подсказочка опять здесь всплывет. Я рассказывал, как с помощью GPT анализировать нишу, чтобы понять, что там должно быть. Вы уже понимаете, что в вашей нише должно быть описано в статье. И если GPT это по дефолту просто забил и не описал, вы ему впрямую говорите, опиши, какие должны быть лески для таких катушек. Если там разные типы катушек обозреваете, вы знаете, что человек интересуется, какая леска подходит. Вот вы ему вот так вот в лоб говорите, и он говорит, да, окей, вот какие лески подходят. Представим, что мы хотим сравнить здесь две катушки, какие-нибудь популярные. Давайте заставим его это сделать. Для этого я выбрал две катушки, хотя мне кто-то в комментах писал в телеге, что они вообще разные, это high-end, а это low-end. Ну, давайте просто их сравним. И говорим, давай в параграф, где сравни вот эту Shimano Stradic и Shimano вот такую-то, и скажем, сравни и сделай таблицу. Давайте посмотрим. Ну, возьмем сейчас фичи, две катушки и сравнит это. Он откуда-то знает их параметры. На самом деле, да, у него после сентября 2021 года нет данных, например, для 15-го айфона у него не будет данных. Но есть ряд плагинов, которые позволяют ChatGPT лезть в интернет. Либо можно использовать Bing AI, который может ходить в интернет, в выдачу и парсить популярные товары. Можете ему давать задачу, найди 5 популярных катушек, предоставь их параметры и давать их сюда. Я думал, что он не напишет вывод, но он написал. То есть он сравнил, сделал такую табличку. Кстати, трафик versus VS можно продвигать. Вот таким очень удобно. Сравнил. Обе качественные, и они вообще-то для разной рыбы, собственно, да. Одна такая легенькая, да, а вторая такая, там, для крупной рыбы, чтобы тащить и прочее. Ну, на халяву получили классный обзор. То есть, условно, мы уже леску сказали, какую использовать, да. Мы сказали, то есть мы показали читателю, что вот есть такие две катушки, мы их сравнили. И если мы это добавим в нашу статью, у нас получается неплохая статья. То есть берем этот промпт, сдаем ему ключ, и потом докидываем ему промпты, которые подтянут данные из нашей ниши, чтобы это было реально целостно, это было круто и качественно. Вот тогда это не говноя и контент, который вот одной кнопкой на 3.5 модели нажали и выкатили. Давайте посмотрим, как можно улучшать свой контент в разных нишах. Давайте возьмем нишу туризм. Я уже выкладывал статью про гид по острову Самуи в Таиланде. И вот одним из этих промптов я его писал. Здесь написана большая статья, она неплохая. История, погода, как добраться, уже неплохо. На самом деле, то, что он знает, что добраться можно паромом, и сколько он идет, то это очень прикольно. Какие есть типы аренды жилья, какие пляжи, какие храмы. Ну, уже как бы нормально. То есть гайд прям неплохой. Давайте его помучим. Теперь мы скажем make me trip plan. План поездки на 7 дней вокруг острова. Собственно, когда человек смотрит туристический гайд по острову Самуи, ему будет это релевантно, ему будет интересно, как за 7 дней объехать остров и, собственно, что там поделать. Потому что кто работает с туризмом, знает, там, что посмотреть в Париже за 7 дней, например, или что посмотреть в Париже за 2 дня. Вот таких ключей очень много. И вот этот абзац может отвечать на такие запросы. Что мы можем еще дать пользователю? Пока он дописывает, давайте придумаем следующий промпт. Мы говорим, найди 10 ресторанов на острове и составь таблицу, где в первой колонке название ресторана, во второй район острова, а в третьей ссылка на сайт, а в четвертой средний чек в долларах. Естественно, я это перевел просто диплом. Если вы не знаете английский, вот все прекрасно работает. Давайте попробуем. И вот он написал нам гайд на 7 дней. Тут уже, наверное, там 400 слов. Ну, не 400, 300 слов. Давайте скажем следующую штуку ему, вот эту как раз. И он сейчас нарисует табличку. Treetop Sky Dining Bar на Чивенге. Вот ссылочка. Можно же вставить на сайт. Прекрасно будет, прекрасно. Полезно? Однозначно. То есть всегда думайте, когда вы пишете AI-контент, какой у вас тип статьи. Например, если вы пишете туристический гайд, это гайд по острову Пхукет в Таиланде, Ко Самуи, там, Паттайи и прочее, там, по Бангкоку и прочее. У вас всегда одни и те же интенты пользователей, люди хотят узнать примерно одно и то же. Что посмотреть, где поесть, где остановиться, где пошопиться и прочее. И если вам чат не дописал какой-то важный блок, вы ему скажите, эй, ты не нашел топ-5 шоппинг-центров в Бангкоке, теперь иди и допиши, и дай мне табличку. Заготовил для вас еще промпт, сейчас я вам его покажу. Я буду специально переводить через DeepL, чтобы это было понятно. Что это вы тоже можете так делать, и это работает. Что не какие-то магические промпты я там на английском генерирую, что-то придумываю и вообще. Сейчас мы попросим его
составить таблицу, в которой что у нас будет? Будут лучшие достопримечательности, в одной колонке будет название, во второй будет координаты на карте. Во-первых, мы их можем забить в Google Maps по клику, во-вторых, мы можем сделать вставку карты, такую красивую, как видели на туристических сайтах. Там достаточно в пару вгрузить название достопримечательности и ее координаты. Вы сможете там в пару кликов создать эту карту и вгрузить на сайт. Что он там нам понаписал? Все, пожалуйста, вон Big Buddha, Chiveng Viewpoint, кстати, классное место. И вот, пожалуйста, у нас есть прям вот еще такая штука. Еще раз, всегда думайте, что в вашей тематике можно делать, что нужно. Даже остановим, пускай он не будет генерировать. И иногда в какой-то тематике вы не знаете, что можно предложить, и вы можете его спросить: Find me, найди мне какую-то интересную статистику. Кстати, прикольно. Везде можно разбавлять статьи, делать такие статистические выжимки, тем более, если вы генерите какой-то агрегатор, про какой-то город, вам нужны статистические выжимки. Вы можете взять вот такую штуку, потестить, найди мне интересную там статистику. Вот, например, я бы теперь это делал в своих гайдах, как бы врезкой в начале статьи, например, такой короткой, либо в конце, либо в середине где-то такую интересную штуку. И вот он нам нагенерил население, там, площадь вообще этого острова, туризм, климат, экономика, доступность транспорта, аттракционы, ну, в смысле, что достопримечательности, активности, бла-бла-бла. Ну, в принципе, неплохо. Идем дальше и, например, посмотрим пример в фэшне. Возьмем даже модель 3.5, можем Balenciaga какой-нибудь бренд. Ну, окей, давайте. Что можно делать, какие промпты ему давать? Ну, вот 3.5 очень быстро пишет, Rise of Fame, бла-бла-бла, Decline the Revival. И мы можем спросить у него следующий промпт. Первый промпт мы можем, например, в фэшне сказать, что в блоке Summary сделай пример идеального прикида с красным галстуком и вещами Balenciaga. Как бы, как мне одеться в этот бренд, если у меня там красный галстук. Ну, например, можете любые, там, просить его луки какие-нибудь собрать. Он скажет: черные штаны, белая рубашка, там, красный галстук, все нормально. Давайте теперь ему дадим это. Ну, он говорит, вот, можно взять аксессуары Balenciaga, там, то-то. Ну, то есть он что-то предлагает, но четверку напишет хорошо совсем, да? Что еще можно в фэшне спросить у него? Например, найди мне все коллаборации Balenciaga и других брендов, начиная с 2018 года, и выведи в хронологическом порядке с коротким описанием. Окей, пожалуйста. Ну вот видите, он до 2021 года знает. Он про много нашел. Прикольная штука, вот, то есть всегда думайте, что вы можете сделать. Вот есть какой-то бренд, найди коллаборации, найди, как они пересекаются, было ли что-то общее, там, были скандалы, либо какие-то промо-акции, ну, что будет интересно читать. Вот такие промпты можно использовать в фэшне. Давайте пойдем дальше. Например, крипта. Вы пишете про криптобиржи, вся вот эта модная красивая история. Я попросил написать GPT-чат гид по эфиру, по монете, ну, по монете эфир, что это такое. И он сделал мне такой аутлайн, такое эфир, введение, история, децентрализованное приложение, вся вот эта классная история. Смарт-контракты, такое, гайд для новичков, что там есть, например. FAQ, ответы на FAQ, все нормально. И что можно, допустим, в крипте дать по монетам, если вы что-то пишете? Я ему говорю: хорошо, сделай прогноз стоимости эфира на 10 лет. И он говорит: базируясь на ответах экспертов в индустрии, я думаю, что эфир будет стоить столько-то. И вот он миллионы нам нагадал. Но у нас есть табличка, все прайс-предикшены, которые есть, предсказания цены в интернете, они все такие же, бестолковые, бесполезные, но они тащат в топ и дают трафик. Вот такой вот пример. Следующий промпт, который я ему дал, это: представьте мне список лучших сервисов для стейкинга эфира, куда я могу там монеты свои залочить, которые дают больше 50% годовых. Сделай из этого список. И он говорит: вот, пожалуйста, Coinbase, Binance, Kraken, Orchid Pool, Staked, Anchor. Ну, он вообще потом пишет, говорит: вообще проверь, что это такое, оно как бы вообще очень волатильно, и сам посмотри. Но в целом, где можно стейкать эфир, он нам рассказал. Вот такие штуки можно делать в крипте, например. Дай мне там монету конкурента, либо дай мне прогноз цены, либо дай мне, где это можно стейкнуть, либо какие-нибудь мосты там между блокчейнами, что угодно. То есть в любой тематике вы должны придумать свои промпты и фишки, как обогащать ваш контент. Давайте теперь разберем, что делать, если вообще не знаете, какая структура статьи в этой нише, и непонятно, какие добавки ему давать, как вообще все это достать. Вот есть такой промпт, опять же, промпт будет в описании, и результаты работы промптов будут в телеге. Зайди в тележку и подпишись, потому что там я выкладываю все, что я делаю между роликами на ютубе, что не успеваю снимать, но полезные крутые штуки. Представь, что ты высококвалифицированный SEO-специалист, вам нужно изучить сайты в топ-10 поиска Google в нише там криптовалют, особенно обзоры криптобирж. Предоставьте мне полный подробный шаблон статьи типа обзор криптобиржи. Вот кто пишет аффилиат обзоры, вот такая штука будет полезна. Я закидываю это сюда, беру четвертую модель и
говорю, давай-ка мне поресерчи. То есть, если раньше, когда вы собирали Power Page для ниши, что там может быть, все сравнения бирж, то у меня есть вот такой документ я делал, и, кстати, в этой нише по крипте я делал документ, не соврать, руками я ресерчил, часов 18. Я делал документ, который потом определил структуру контента для всех, допустим, криптобирж, когда мы для такого проекта работали. И я сравнивал, несколько раз я этот промпт прогонял, честно, что не сильно больше я и нашел. Fees and Limits, он дает все, что люди хотят знать. То есть, то, что он что-то упустит, да, может упустит. Но это скорее не значимо. Вот мой ручной анализ, у меня есть таблица, прямо такая огромная, где я всех конкурентов H1, H2 вытаскиваю из топ-20 каждого в своем гео. Там все так, то же самое получилось. И он даст вам полный, кто в крипте работает, поймет, что вот это прям нормальная структура. Если вы посмотрите в топе, там, не знаю, Binance Review наберете в Англии, то там будет то же самое. Все, готово, он написал. Теперь давайте покажу каскад промптов для тех, кто работает в товарке, то есть под Amazon, eBay, Ali, либо там какие-то партнерки сливают. Какой промпт можно сделать? Можно то же самое сделать для вот наших катушек. Мы говорим, иди найди ревьюшники в топе и предоставь нам план, как в нише оборудование для рыбалки, вообще люди пишут статьи. Точнее, здесь я указал именно про катушки, как люди пишут обзоры про катушки. Вы можете вбить любую тему, промпт опять же будет в описании, и только лайкусик прожмите тоже, не забывайте, я все-таки их сохраняю для вас. Будет в описании, копируйте, свою нишу подставляете, можете через DeepL туда-обратно перевести, если прям совсем с английским не знаете, и, все хорошо будет. Кто знает английский, это как бы пушка-ракета. Сейчас я покажу, как каскадом прям вытащить из него, чтобы он вообще все писал. Причем, помните, когда вы какой-то чат создаете, вот у меня new чат написан, он сейчас пишет, он понимает контекст этой задачи, что это про рыболовные катушки. Кстати, написал такое, вставь релевантное изображение, графику, видео, визуальный контекст какой-то предоставь. Молодец. Сейчас предложим ему следующий промпт заюзать. Следующий промпт будет такой. Когда ты пишешь обзоры катушек, какие вообще технические параметры стоит обозревать и сравнивать у этих катушек? Он говорит, окей, сейчас покажу. Бренд-модель, тип катушки, там вообще какая. Передаточное число, почему-то оно очень важно. Я, наверное, меньше оборотов, больше наматывает, круче. Из теоретической механики из института помню. Но сам не юзал на практике. И вот он говорит, вот так стоит их сравнивать. Прикиньте, что вы в любой нише можете сказать, дай мне план статьи, а потом по каким параметрам мне вообще сравнивать здесь товары. Прикиньте, если вы какие-нибудь криптокошельки, либо камеры, которые, видеокамеры. Вот мы сейчас снимаем на камеру, в которую я смотрю. Мне нужно купить камеру. Блин, вы знаете, сколько там параметров? Просто офигеешь. Как красавчики операторов у нас. Андрей стоит за камерами, в них разбирается, я вообще в шоке. И вот чат GPT можно дать 2 камеры, сказать, сравни. Просто сравни, даже для себя это заюзать. Не говоря уже для статьи. В общем, он тут молодец, написал очень много параметров классных. То есть, вот я прям доволен. Я ему давал, он мне 12 писал. И теперь мы сделаем еще финтушами. Теперь мы ему говорим, приведи нам пример такого описания по этим параметрам для какой-то реальной известной топовой катушки. Он говорит, окей, есть Shimano Stratic там, па-па-па-па-па. И он начинает описывать, мы говорим, не, please provide output as a table. Давай таблицу, пускай он нам сделает. И вот, пожалуйста. Мы раньше разбирали, как можно сравнить. Понятно, вы сделали вот эту табличку, потом вы ему говорите, а теперь сравни вот с этой, хоть с 5, и сделай таблицу. Все. Вот такая вот красота получается, он по всем 14 параметрам это бахнет, и вы сможете это использовать. Вопрос, полезный ли это контент? Наверное, полезный, потому что все параметры катушки он прям сюда выкидывает. Понятно, их надо со спецификацией сверять, если вы их реально продаете. Вот такая вот штука. Сам говорит, типа, ребят, вот от модели к модели, там конкретной, это может отличаться, вот эти числа. Вот, но базово это очень прикольно работает. Вот так можно с этим работать в товарке. И давайте я покажу еще одну фишку, как можно сделать кастомный FAQ, который будет основан на реальных запросах пользователей сейчас. Идем в Google и пишем Electric Fishing Reels. Тут у нас показывает какой-то контекст, все это вот радостно, хорошо. Вот так вот тыкаем. Дрон-фишинг даже есть, как, наверное, прикольная ниша. И вот, допустим, мы вот такие FAQ себе взяли. То есть вы тыкаете, и он начинает расширять, еще больше ответов дает. Что делаем дальше? Мы пишем такой промпт. Копируем вот эти вот вопросы из выдачи и сверху приписываем Please add those questions as a FAQ at the bottom of the article. Ответь на эти вопросы в конце статьи. И говорим, давай. Кто бы мог подумать, конечно, он ответит.
Это будут вопросы с выдачи, актуальные, нужные и релевантные статьи. Стопудово. А вот теперь сравните, что если выложить статью, которую вот по второму типу промптов я делал, которые менее популярные, которая сделала такую куцую статью, и статью, в которой мы вот так вот нашпиговали много полезной инфы. Да, это может занять час вместе с публикацией. Может занять час. Может 40 минут, если у вас уже промпты все готовы. Вот. Кстати, если хочешь, чтобы я рассказал, как это все автоматизировать, тоже пиши в комментах. Вообще, любые запросы, новые темы, пишите, ребят, в комментах, потому что про нейросети очень много всего. У меня в команде сейчас уже 17-20 человек этим занимается, инфы очень много. Мне нужно понимать, что вам нравится, что вам важно, и тогда я буду снимать видео, которые вам будут заходить, а не просто то, что я захочу, либо там нравится мне. Вот. И, то есть, если вы вот такую статью сделали одну, сделали себе каскады промптов, как сейчас я показываю, из нее вытаскивать, ну, пожалуйста, это крутой контент. Лучше взять еще филиппинцев, потому что они отлично говорят по-английски, стоят не очень дорого, и попросить все это дело вычитать. Один из лайфхаков, кстати, как сбить вот эту AI-детекторы, которые есть. Вы можете просто в Grammarly. Grammarly — это такая штука по проверке орфографии. Grammarly. Залить текст и просто принять исправление, и он сильно поменяет где-то текст, и никакие футпринты, там, супер криптография, которые хотят в Калифорнии вводить, ничего это не сработает, и текст будет даже для детекторов не виден. Ну вот он написал нам шикарный факт. FAQ. Дрон-фишинг, я не знаю, с квадрокоптеров уже рыбу ловят, ну, то есть куда-то прогресс ушел. Вот такая вот штука. В принципе, именно по блоку на том, как разнообразить контент, как делать разные промпты и вытаскивать нужную инфу из своей тематики, у нас все. Сейчас я расскажу еще пару фишек. Итак, мы узнали, что нужно давать максимально подробные промпты. Как можно уменьшить еще количество ручного труда? Вы можете вот эти всякие штуки, которые мы сегодня разбирали, сразу добавлять в исходный промпт. Пишите большой промпт, напиши мне статью, как там суперопытный SEO-копирайтер, там, прочее, в такой-то тематике. И говорите, обязательно укажи, какой тип лески для этой катушки подходит. Обязательно укажи, подходит ли она для дрон-фишинга. Обязательно выведи все ее параметры. То есть вы можете сразу к своему промпту приписывать все нужные штуки, чтобы он обязательно что-то указал. То есть промпт может быть большой. Вот. Вы можете сразу, чтобы ему заново не задавать вопросы, а допиши это, указывать в исходном промпте. Поверьте, это сильно ускоряет написание контента. Еще указывайте стиль и роли. Про роли тоже будет, я думаю, отдельное короткое видео, я запишу видосик. Говорите чату GPT, чтобы он, например... Представь, что ты опытный SEO-специалист с опытом в копирайтинге, а еще у тебя есть большой бэкграунд как туристического гида в Таиланде. И напиши мне статью про Таиланд. Ну, и плюс дальше вы указываете, что будь веселым, будь жизнерадостным, вовлекающим, используй там открытые обороты и прочее. Вот, как во всех вот этих больших промптах. То есть обязательно указывайте, как ему говорить, кем он должен прикинуться, какой у него должен быть опыт. Это прям сильно работает. Когда мы с вами будем смотреть видео по Midjourney, по генеративной нейросети, про генерацию изображений, и там очень маленькие параметры, маленькие фишечки могут сильно поменять. То есть нейронка прям, она воспринимает, для нее это не просто пустой звук, который она отбрасывает, она учитывает все. Итак, сегодня мы изучили, как генерировать тексты на чат GPT. Мы поняли, что да, они заходят в индекс, они ранжируются, они приносят трафик, они приносят деньги. Также я показал вам, как сделать кастомные промпты, чтобы расширять и разноображивать тексты вашей тематики. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, потому что я смотрю по аналитике, вообще заходит ли вам этот контент, либо не заходит, смотрите его, досматриваете, либо нет. Поэтому очень важна ваша обратная связь. Так или иначе, на канале выйдет еще 2 видео. Первое — это как построить автоматизированный конвейер контента на чат GPT. И второе — как с помощью различных фишек нейросетей можно зарабатывать бабосик. Поэтому в любом случае подпишись, ты ничего не потеряешь. И до новых встреч на канале в следующих видео. Всем пока!